Всем привет, YouTube канал Польза.нет. Стандартно идем топить Honor X9C. Защита от влаги у него минимальная, все-таки это IP65M, но надеюсь, что он не потонет. Хотя может. Стрим с прожаркой, фото и видео были сделаны до утопления. По поводу сенсора все, он уже отрубился под водой, ну и не реагирует. И, разумеется, струи воды это не подразумевает погружение. Если выживет, это хорошо. Напоминаю, что а-ля смартфон позиционируется как неубиваемый, но очень странно, что стандарт защиты от влаги очень даже убогий, скажем честно. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И не спешите закрывать обзор, потому что этот смартфон я купил себе сам. Нет, долбить я его не собираюсь, потому что гарантия расширенная или нет меня не интересует. Я вообще в принципе смартфона не разбиваю. Утопил, и вроде бы он выжил, и хорошо. Обошелся он мне в 20 800 рублей, как раз только поэтому я его и купил. Я увидел его в магазине, примерно такая же история у меня была с Honor Magic 7 Pro в Сингапуре. Я его брал за 83. Вот это я в Бангкоке купил за 20 900. Почему? Потому что Honor это не самый популярный смартфон везде. Но, опять же, вы об этом, я думаю, и так знаете. Допустим, вчера, когда мы прожаривали этот смартфон на стриме, у нас был всего один человек из 100, по-моему, 18, кто был в онлайне, кто пришел реально посмотреть на тесты смартфона, остальные пришли просто пообщаться. И это не плохая характеристика этого устройства, это просто характеристика, насколько он популярен. В чем его суперсила? Каким образом его продают, вы и так знаете, что его можно бить. Вот я для примера Poco X7 на стриме бросал, я не собираюсь его раздалбывать, и он работает. Но если вам необходим смартфон, чтобы его разбить, а потом отремонтировать бесплатно, вы можете, кстати, расширенную гарантию у любого продавца взять. Но об этом тоже мы не будем, это у других смартфонов. Так вот, чем хорош этот смарт? По идее, 120 Гц, по идее, вы слышите процессор Snapdragon, но там умалчивается, что даже 600 тысяч баллов в Antutu он не выбивает. И хороший яркий экран, то есть он спокойно выдает в пике 1600 люксов. Кто знает, какая оболочка, круто, Honor специфическая оболочка. И если вы будете сравнивать его с каким-нибудь Redmi 14 Pro 4G, который во всем ужасен, то все супер. Но если вы сравните его с Poco X7 и Realme 14 Pro хотя бы, вы узнаете итог в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется X9S в белой обыкновенной коробке из плотного картона. У меня, к слову, в подарок со смартфоном был еще Honor Band 9. Но это я брал на местном аналоге Алиэкспресса с быстрой доставкой. То есть в итоге он мне обошелся в 20 900 с вычетом браслета, который я сразу продал. Но, опять же, будет еще дешевле, просто надо недельки-две подождать. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 66 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Притом у этого зарядника какие-то магические свойства. Кроме оноровских смартфонов он ничего у меня не заряжает. Напишите, может, у вас так же. Весит смартфон без чехла 190 граммов, а габариты 163 на 75 на 8,4 мм и 10,3 мм вместе с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, разумеется. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. В конце февраля еще я разыгрываю дополнительно завтра или послезавтра Poco X7 Pro лимитированной версии. Все отзывы победителей по ссылке в описании в ВК. Переходим к обзору. В продаже есть фиолетовая, черная, а также голубая расцветка. Рамка пластиковая, как и тыльная часть, где-то в сторонке плачет какой-то там древний Samsung A55, правильно? При этом смартфон имеет улучшенную ударопрочность, опять же, по заявлению производителя. Сколько таких смартфонов уже было разбито, можете посмотреть на YouTube. Но не будем о грустном. На стриме, допустим, я бросал специально Poco X7 на пол, и с ним тоже ничего не произошло. Как часто вы долбаете телефон об стенку, это вопрос. И как часто вам будут его заменять, это тоже вопрос. К слову, отмечаю, что IP65 это
не IP68. То есть плавать с этим смартфоном я вам не советую, как, в принципе, не советует этот стандарт. Дизайн на любителя. В руке смартфон лежит в целом удобно, без чехла он скользкий. Без чехла его я бы не стал использовать, а вот с чехлом он уже довольно габаритный. Так что, если у вас маленькие ладони, лучше сходите в магазин, обязательно его потрогайте перед покупкой, если будете брать через интернет. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, к слову, люфт минимальный, разъем USB Type-C от OG версии 2.0 и К-порт, а вот мини-джека на 3,5 мм, разумеется, не завезли. Далее есть микрофоны и стереодинамики. Динамики достаточно громкие, но качество звука супер волшебным не назову, хотя он хороший. Отдельный минус от меня для Honor: нет никакого кастомного эквалайзера под динамики, собственно, смартфонов. Для меня слишком много басов у Honor, и от этого они кажутся громче, и вот все остальное вроде волшебно, но ты хочешь что-то подправить, и, как говорят продавцы или рекламщики, иди в эквалайзер у плеера. Но, друзья, эквалайзер нужен не только для плеера, есть еще YouTube, допустим, программы, игры, в конце концов. Сейчас мне напишут про то, что обвес стандартного процессора, про то, что процессора, в принципе, хватит, да, когда уже везде ставят 5.2, 5.3, 5.4 Bluetooth. Ну ничего, вибромотор не особо мощный, но неплохой. Даже с учетом того, что смартфон легкий, я скажу, что мне он больше нравится, чем, допустим, в Poco X7. В этом смысле он реально лучше. Только единственная кастомизация у вибромотора тоже 0. Но, как мне говорят, а кто вибро сейчас пользуется? Вы вообще смартфоном не пользуетесь, кто эти комментарии пишут? Переходим к экрану. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма. Да, лопата такая приличная, с разрешением 2700 на 1224 пикселя. Но чем больше смартфон, тем приятнее играть, по мне. Плотность пикселей 437 ppi, что неплохо, частота обновления 120 Гц и соотношение сторон 19,85 к 9. По моим замерам, экран на 100% яркости выдает 900 люксов, пиковая яркость у него 1600 люксов по ТК и по радексу 1800. Тест на частоту дискретизации касаний выдал средненький результат. Мультитач есть, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, частота регулировки шима 3800 Гц, шим поднимается до 40%, но, опять же, смотря каким прибором измерять, у него какая-то магия у этого шима, я раз 10 переизмерял. Почему? Потому что ты заходишь в настройки для комфорта глаз, и после этого шим падает на минут 5-10, потом он опять восстанавливается. В общем, если вы не уверены в том, что у вас будет все хорошо с шимом, здесь лучше сходить в магазин и минут 20-30 над ним постоять. Я не скажу, что все волшебно. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран функции распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает в целом хорошо, завести можно до 5 отпечатков пальцев, притом только разные. И функция распознавания лиц срабатывает корректно даже под углом, плюс можно внести 2 лица и еще 5 образов с макияжем, масками и всем остальным, то есть в этом смысле вообще молодцы. Процессор установлен печальный Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами, максимальная частота у него 2,2 ГГц, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR5 и на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя вроде бы UFS 3 версии. Antutu показывает во всяком случае LPDDR5, а по Storage-тесту понятно, что это 3-е поколение UFS, и это хорошо. Система Magic OS 8 на базе Android 14 версии, отмечу, что не 15-й. Допустим, Poco X7 Pro, который стоит на распродаже дешевле, чем этот смартфон. Во всяком случае, не для меня, но вообще, вот если на Али зайти, или на Яму, или еще на какой-то marketplace, вот там стоит Android 15 версии. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту. Датчик приближения виртуальный, работает он отвратно, опять же, по моему мнению, и насколько хорошо, вы можете прийти на стрим и посмотреть, я его там тестировал в онлайне. NFC в наличии, GPS однодиапазонный, и в GPS-тест показывает точность в 3 метра. То, что однодиапазонный, неудивительно, потому что стоимость смартфона, в принципе, не предполагает, что он будет здесь какой-то топовый. Емкость аккумулятора 6600 мАч. Сказать, что он прям суперский, я не скажу, потому что в PC-марке он, допустим, выдает не такие космические цифры. А все я гоняю единообразно в PC-марке. То есть он выдал 8 часов 31 минуту, хотя я ожидал как минимум часов 11. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку до 66 Вт, заряжается он космических 1 час 20 минут, никакой там супер быстрой зарядки нет. При просмотре роликов на YouTube у меня уходит в среднем 4% заряда, в час в играх уходит в среднем 18% в PUBG New State, но магия в том, что FPS он не держит вообще никак, то есть никаких там 90 FPS у вас не будет, у вас будет эти 40 с лишним FPS. Да, он не сильно перегревается, яркость он сбрасывает, и по большому счету те данные, что мы имеем, что вот он разряжает всего 18% в час. Тач не отваливался, но сам смартфон, разумеется, подфризивал, и, повторяюсь, стрим посмотрите, как говорят, он не игровой, и про видеосъемку
вы увидите чуть-чуть позже. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит смартфон со следующими цифрами: 235 гипсов минимум, максимум 324 и в среднем 255 на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench 3D Mark вы видите. И хочу особо отметить, что в 3D Mark у него все было волшебно, потому что, правильно, ему перегреваться нечему, и он просто, если что, сбрасывает частоту, и все у него отлично. Очень стабильный, маломощный процессор. Хотя, с другой стороны, если вы посмотрите стресс-тест Antutu, там ничего волшебного не будет, вы его сейчас видите. И выбивает он 584 тысячи баллов в Antutu, 600 тысяч не выбивает, то есть 500, 560, 580, в зависимости от его, сказать так, настроения. Переходим к камерам. Основной сенсор на 180 мегапикселей с апертурой 1.75, оптостабом и разрешением для видеосъемки максимальным 4К 30 FPS. Сверхширик на 5 мегапикселей с апертурой 2.2. С фронтальной части мы имеем основной сенсор на 16 мегапикселей с апертурой 2.45 и датчиком глубины. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 1080p 30 FPS. В сравнении с Poco X7 данная модель на основной сенсор выдает более дерганное изображение из-за плохой стабилизации. Процессор-то не вытягивает, но детальность значительно выше по сравнению с X7. Цвета у Honor более насыщенные, очень далеки от реальных, у Poco они ближе к натуральным оттенкам. Так что, если любите мультики, Honor самое то, он их снимает. Ночью же в основном X7 выдает лучший результат. В любом случае, короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Ни то, ни другой не является камерафоном. Примеры фотографий скачивайте в моей личной телеге. Вот это уже адекватное сравнение. Это 4К 30 FPS Poco X7 против Honor X9C. И да, Poco это про мощь, Honor, по идее, про все остальное. Насколько хорошо один и второй снимает, вы сейчас видите. Здесь я по предпочтению по цветам не отдал бы никому, потому что все, сединка на половинку, никто не угадывает. Вы заметьте, кстати, какой космический кроп на Poco. Это не кроп, это просто вот из-за угла. Да. Вот если просто вот так в одинаковом положении оставить, вот картинка, даже это не 4К получается у Poco. Интересное кино. И иксы, X6 против X8. Вот он, эквивалент 26 получается миллиметров против 23. Хотя это не кроп, опять же, это вот просто угол такой, настолько меньше. Ну-ка, подождите, вот смотрите, это у нас, если это не кроп, это 4К 30 FPS. Вот это 1080p 60 FPS, да. Это просто угол такой сенсор, такой эквивалент. Хитро. Картинка от этого Honor местами интереснее по мне. И вот так вы сможете снимать на эти два смарта. А самое веселое то, что у Honor 1080p 30 FPS, а у Poco за меньшую значительно стоимость 1080p 60 FPS. Динамический диапазон и там хромает, но по мне еще больше хромает он на Honor. Опять же, все субъективно. И 1080p 60 FPS. Вот так, если будете мыть свой байк, это сможет выглядеть на этих двух смартфонах. Эффектно и эффективно. Это 1080p 60 FPS, если что. Ну что, 4К 30 FPS, я понятия не имею, буду ли я вырезать это дело, потому что кто-то там поет, но стабилизацию вы видите сейчас, насколько все эффектно и эффективно. Мягко скажем, что все довольно плохо. Хотя, опять же, кому как. Надеюсь, что это что-то домашнее из музыки. И вот так вы сможете снимать на один и второй смартфон. По мне, это, конечно, измывательство над Honor, но вот так. Но это 1080p 60 FPS. То же самое. Божественная картинка на Honor и довольно скромнее на... Это сарказм, если что. На Poco. Вот такая магия. Poco дешевле, к слову, намного. Ну что, 1080p против 1080p 30 FPS против 1080p 60 FPS. И вот так все будет. Ну что, 4К 30 FPS. Да, это вот одно расстояние. Такой вот магический
супер кроп на Poco X7. Хотя это просто не кроп, это эквивалент просто-напросто 26, по-моему. У него сейчас 5 секунд. Да, 26 миллиметров. И все. Ощущается, да, как будто на Honor Ultra Chic, а здесь просто... Ну, здесь, скорее всего, еще и кроп идет 4К, если честно, по ощущениям. Но зато стаб поприятнее, хотя и не лучший тоже. И 1080p 60 FPS. Здесь, кстати, в этом режиме Honor отрабатывает лучше со светом. Хотя, опять же, не факт. То есть это то, что я сейчас вижу. По факту, может быть, как-то будет по-другому. По факту вы видеть, может, другую картинку будете. Ну, сейчас вот так. И съемка с двух рук. Плавненько. Шумов, конечно, больше на Honor. Кстати, круто, что на Poco X7 есть и eSIM, и 1080p 60 FPS на фронталке, да? Сильно. На X7 Pro нету ни того, ни другого. 1080p 60 FPS. Магазин. И вот так вы сможете снимать в магазине на этот смартфон. Эффектно или эффективно решать, как всегда, вам. Слишком быстро двигаюсь, да? Допустим, супер медленно. Здесь, кстати, все фризы видны, когда медленно двигаешься. И все. И 4К 30 FPS. Вот так. Соусы всякие. Соевые и не только. Ощущение такое, как будто X2, да, на Poco. Вообще эквивалент, если посмотреть, то у 1.4 где-то будет зум для такой же картинки. Да. Между 1.4 и между 1.5. Ладно. Так, ну что, основа 4К 30 FPS. Разумеется, нет 1080p. Точнее, нет 4К 30 FPS на Ultra Chic. И вот так примерно вы сможете снимать ночью какие-нибудь там поездки максимально аккуратно, без спешки. И вот так на вытянутой руке, правда. Разумеется, нужно всегда держать двумя руками руль, в шлеме, без признаков интоксикации, без остаточных признаков. Ну вот так вы сможете снимать на этот смартфон X2, допустим, ночью. Ultra Chic не вижу смысла в движении тестить, там и так все, вы поняли. Короче, Ultra Chic только в 1080p 30 FPS, никакого зума, ничего. Вот примерно так. Мы сравниваем один смартфон, который не является образцом для фотосъемки, с другим смартфоном. Здесь понятно, что это Honor, потому что динамический диапазон печален. Вы скажете, что может быть у Poco плоская фотография. Я скажу, что позади меня в Honor практически ничего не видно, цвета некорректны. В принципе, на обоих смартфонах еще более некорректны, даже близко. На Honor здесь какой-то еще и засвет у фронталки. Повторяюсь, исходники в моей личной телеге. Скачиваем, смотрите. Мягко скажем, плохо все с фронталкой. На основе вы видите 24 мм. Кстати, я делал в разных соотношениях фотографию. Скажем, Honor сливает почти во всех моментах. Здесь он, допустим, мне больше понравилось, как отработал с этой частью коня. Засветов здесь меньше. Но если брать по остальным каким-то моментам, то сказать, что он выигрывает у Poco, нет. Даже близко. То есть даже рядом он не выигрывает вообще. То есть вот эти вот то, что он сделал с зеленью, ну это просто дичь. И да, это Honor. Им можно забивать гвозди, наверное. Наверное, не знаю, у всех разная гарантия. Если говорить про Ultra Chic, то и там печаль, но что такое настоящая печаль, можно увидеть только на Honor.
как будто 0,3 мегапикселя, как у меня в комментариях под исходниками сказали. Опять же, у вас может быть другой подход, и вы можете сравнивать с каким-то другим устройством, может быть, какого-нибудь там 2010 года, 2012 года, может, ультрабюджетником. И для того, чтобы понять всю глубину глубин конкретно вот этой печали с Honor, нужно скачать исходники, у меня хотя бы штук 10, и посмотреть, как реально все плохо. Не знаю, сравнить с Redmi Note 14, там, наверное, вот примерно так. Может, у него будет хуже. Минусы. Цена. Нет возможности расширить ПЗУ, вставив microSD, хотя это старая тема, так же, как мини-джек. Нету и нету, как говорится. Слабое качество сверхширокоугольного сенсора, как минимум. Камерафоном не назвать, играть в него сомнительное удовольствие, выгодно его купить сложно. Насчет вот этих расширенных гарантий, что вы можете его раздолбать, ну попробуйте, потому что у меня уже в личке человек есть, у которого не особо все получилось. Но это уже другая история. Есть те, кто брал по предзаказу. Разбивать, напишите, был ли у вас кейс, что вы что-то разбивали. У меня реально. 19 лет назад я разбил самсунговский смартфон о кафель. Больше я смартфоны не разбивал, кроме Asus, который я разбил экран. Но не сильно. Это было 4 года назад. Рокфон. Там только стекло треснуло. А у всего остального максимум у меня углы коцались. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Вы этим очень сильно поможете проекту. Записи собеседника без уведомления о начале записи здесь нет. Сможете ли завести? Вопрос дня. Мне кажется, что не так просто это будет, вроде бы уже нельзя. В принципе, я это и не одобряю, но народ спрашивал. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто, и я не считаю, что мучительно. Смотрите, как позиционируются смартфоны. Poco мощь, Realme телевики, хорошие фотографии. Honor можно разбить, если купить расширенную гарантию. Ну что за дичь? Можно у всего купить расширенную гарантию. Снимает он плохо, мощности у него нету, ценник у него космос, потому что, повторяюсь, я скидываю чеки. Вот я купил его, скинул чек в свою личную телегу, вы пересчитали по курсу. В странах, в которых разбираются в технике, они не пытаются его продавать за 26-28, я там каких-то цен только не видел на российских ритейлах. У него здесь ценник 20 900 сразу сходу. То есть они не строят ложных иллюзий, что люди, которые не разбираются в технике, придут и купят. Здесь покупают в основном люди в Азии. В основном люди в Азии разбираются в технике. Что они здесь пытаются продать? 500 с лишним тысяч баллов в Antutu и миллион рекламы. Рекламу, разумеется, надо окупить. Я уже 1000 раз повторял, Honor надо сделать только одно. Просто перестать себя рекламить. Если ценник будет низкий, такие блогеры, как я, будут вас покупать и о вас рассказывать. И вы будете получать бесплатную рекламу. Вот эти все бездумные раздалбывания в шортсах и еще чем-то вызывают только улыбку и смех. Ну, купит у вас человек смартфон. Потом начнет у него тормозить он. Он подойдет к кому-то с Realme, там, потыкается через полгода в оболочку, спросит, а за сколько ты покупал, а за сколько я, и в итоге вы получаете даже фактически плохой пиар. Суперсилы у этого смартфона в принципе нет. И еще есть аргумент, почему. Я недавно проводил опрос по поводу того, кто бы какой смартфон купил до 30 тысяч рублей. И результаты были простые. У Honor две, допустим, неплохие модели, которые они неплохо распиарили, и я в этом участвовал. Почему? Потому что Honor 200 был волшебный смартфон в сумме характеристик. Он набрал 7%, Honor GT только 2%, это новиночка. Даже абсолютно бесконечно печальный Redmi Note 14 Pro Plus, который вообще overprice, набрал 3% голосов. То есть люди рассматривают больше Redmi и только из-за бренда. У Honor бренд не раскрученный. Он не ликвидный, и они должны заходить примерно как Infinix и Tecno с минимальными ценниками на рынок, а не вот так вот с ноги, просто с каким-то непонятно откуда взятым ценником и все. Что в флагманском сегменте они ничего уникального не предлагают. Что здесь они предлагают просто бешеное количество уникальной рекламы и все. К слову, повторяюсь, я Honor люблю, они ко мне приходили за рекламой, может быть она еще будет на канале, но в целом вот это устройство не то что своих денег не стоит, я вообще не совсем понимаю, на кого оно рассчитано. Вполне возможно, вы мне напишите это дело в комментариях, если вы его приобрели за 1020-19, новенький, цвет, блеск, красота. Если еще и с расширенной гарантией, тем более. Мне уже в комментариях, кстати, люди писали, что в ритейле в России умудрялись покупать его по 22. Абсолютно адекватная цена. Ну, там, правда, часы какие-то продавали, еще что-то. Рабочий смартфон, да. Есть минусы оболочки, да. Это бренд А-эшелона, да. Но по сравнению с Poco и Realme в том же ценовом сегменте, что они предлагают? Напишите мне, что они предлагают. Последний гвоздь в крышку, как вы мне скажете, допустим, у Realme нормальный датчик приближения, у Poco убогий датчик приближения, виртуальный. Здесь виртуальный убогий датчик приближения, на стриме я его тестировал. Что еще надо?
Фото нет, датчик приближения убогий, процессор слабый, в играх никак, видео никак. Даже относительно Poco, который тоже никакой видео. Это в сухом остатке. Может быть, я не прав. Я это допускаю. Где я ошибся, напишите в комментариях. Где его суперсила, тоже напишите. Стоит ли его брать в 20 тысяч в ритейле, как человек купил за 22? Да, да, еще раз да. Если через сеть, через интернет покупать, через какие-то интернет-площадки, надо ориентироваться на ценник 20 и ниже. И брать только вот прям себе. Потому что, повторяюсь, можно 1000 раз поругать Redmi. Позорную линейку выгрузили, вообще не стоит ее рассматривать. Но ее будет реально продать. Я уже половину продал. Можно брать Realme. И я считаю, что ликвидность, даже если мне что-то сверху бы упало или падает, это основное. Ликвидность у этого девайса никакая. Опять же, относительно стоимости. Девайсу от меня однозначно да, в районе 20 тысяч рублей, плюс-минус 1000. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, согласны вы с этим или нет с моими выводами. Скачивайте исходники, сравнивайте фотографии с тем же Poco X7. Добра и удачи вам, дорогие друзья!